Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой топ крючком. Вяжется он несложно, поэтому у вас все обязательно получится. И не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. Я отвечаю на комментарии всем своим подписчикам, то есть если у вас остаются какие-то вопросы, вы можете мне их задать. Я стараюсь всем помочь. Ну что ж, давайте приступать. Сегодня буду использовать пряжу Gazal Jeans. Здесь у нас на 50 грамм идет 170 метров. Расход у меня получился меньше 2 мотков. И буду использовать крючок номер 3, это для резинки, и крючок номер 4 для основного полотна. Если нету крючка номер 4, то его можно заменить крючком номер 3,5. Вязать мы начинаем с резинки. Для этого берем нить и располагаем ее вот таким образом. Далее берем крючок номер 4, подкладываем его под нить и проворачиваем. Теперь нам нужно набрать 13 воздушных петель. Они набираются вот таким образом. Заводим крючок за рабочую нить. Теперь придерживаем вот это место и вытягиваем петлю. Мы с вами набрали одну петлю. Далее заводим крючок за рабочую нить, подтягиваем ее и протягиваем через петлю на крючке. Набрали 2 воздушные петли. Заводим крючок за рабочую нить, подтягиваем, набрали 3 воздушные петли. И так, пока у нас их не будет 13. 4, 5. Теперь меняем крючок с 4 на номер 3. И далее будем провязывать столбиками без накида. Вот здесь петлю одну пропускаем и вводим крючок во вторую петлю. Далее подтягиваем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас 2 петли, мы их провязываем. Подтягиваем рабочую нить и проводим через 2 петли на крючке. Провязали первый столбик без накида. Вот у нас следующая петля. Заводим в нее крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли. И мы их сразу провязываем. Далее следующая петля. Заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, и мы их провязываем. Всего у нас должно получиться 12 столбиков без накида, то есть вяжем до конца ряда. Первый ряд мы с вами завершили. Теперь набираем одну воздушную петлю, это петля подъема. Теперь вязание разворачиваем и будем приступать ко второму ряду. Второй ряд мы будем провязывать также столбиками без накида, но провязывать мы их будем за заднюю стенку петли. То есть у нас есть вот передняя стенка и есть задняя. Заводим крючок за заднюю стенку. Далее подхватываем рабочую нить и провязываем столбик. Далее вот следующий столбик. Заводим за заднюю стенку петли крючок. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. И так вяжем опять 12 столбиков, то есть до конца ряда. И провязываю последний столбик. Теперь опять набираю одну воздушную петлю подъема, вязание разворачиваю и приступаю уже к третьему ряду. Также вяжу за заднюю стенку петли. Теперь таким образом вяжем резинку, пока у нас ее длина не достигнет обхвата под грудью. То есть нужно измерить обхват под грудью. У меня это 68 сантиметров, поэтому резинка у меня будет 68 сантиметров в длину. В ширину она у нас здесь 5 сантиметров. Такой метод подходит, если у вас обхват груди небольшой. Если у вас большой обхват груди, тогда берете обхват под грудью, обхват груди
и ищите среднее значение этих двух параметров. То есть, если вы боитесь, что топ на вас не налезет, тогда лучше связать длину резинки, равную не обхвату под грудью, а среднему значению между этими двумя параметрами. А так резинка у нас здесь растягивается, поэтому я вяжу длину резинки, равную обхвату под грудью, и все хорошо налезает. Провязала резинку, получилось 68 сантиметров, и это равняется 124 рядам. Теперь вот здесь закончила вязание. Соединяем нашу резинку в круг, смотрим, чтобы нигде не перекрутилось, и сейчас будем соединять начало и конец нашей резинки. Для этого берем крючок, в конце вот здесь опять делаем воздушную петлю, и теперь будем соединять нашу резинку. Для этого я крючок завожу вот сюда, за одну стенку петли, и на противоположной стороне, то есть где у нас начало резинки, также завожу вот сюда, за одну стенку петли. Теперь вытягиваем рабочую нить и проходим через все 3 петли на крючке. То есть мы сейчас будем делать соединительные столбики. Теперь опять вот у нас следующая стенка петли. На противоположной стороне вот она у нас. И вытягиваем нить через все 3 петли на крючке. И так повторяем 12 раз. После того, как завершили шов, меняем крючок с номер 3 на номер 4 или на номер 3,5, в зависимости от того, какой у вас есть. Для того, чтобы у нас полотно растягивалось, то есть у нас резиночка здесь растягивается, поэтому, чтобы далее основное полотно соответствовало растяжению резинки, нам нужно сменить крючок на размер побольше. И теперь набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Далее мы будем вязать по следующему узору. Будем провязывать столбик с одним накидом, далее делать одну воздушную петлю, потом опять столбик с одним накидом и воздушная петля. Крючок мы будем заводить вот сюда, между 2 стеночек, то есть вот сюда. Далее будем вводить вот сюда, в серединку. Теперь делаем накид, заводим крючок вот сюда. У нас здесь на крючке должны быть вот такие 2 ниточки. Вытягиваем рабочую нить. Далее провязываем 2 петли и еще 2 петли. Теперь по узору делаем воздушную петлю. Далее делаем накид. Вот сюда заводим крючок между 2 вот этих стеночек. Вот так у нас должно получаться. Вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли, далее опять 2 петли. Делаем далее воздушную петлю по узору, накид, вот в это место заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка, далее еще 2. И вот так у нас будет получаться вот такой узор. И так повторяем по кругу. Довязала практически до конца. Делаю воздушную петлю по узору. И теперь нам нужно соединить начало и конец ряда. Для этого нахожу 3-ю воздушную петлю подъема. Вот первая, вторая и третья.
завожу сюда крючок и делаем соединительный столбик. Для этого вытягиваем рабочую нить и проходимся через 2 петли на крючке. Теперь опять набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Далее делаем накид и провязываем столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Вводим крючок над столбиком предыдущего ряда, вытягиваем нить и провязываем столбик с одним накидом. Далее опять по узору делаем воздушную петлю, накид, вот у нас столбик предыдущего ряда, над ним провязываем столбик с одним накидом. Вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли, далее еще 2. И вот так у нас будет получаться. Опять воздушная петля. Воздушную петлю вот здесь пропускаем, делаем накид и над столбиком предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. В конце опять находим 3-ю воздушную петлю подъема, делаем соединительный столбик и провязываем все то же самое. Таким образом у нас должно получиться 4-5 рядов в зависимости от длины, которую вы хотите. И я провязала 4 ряда, вот так примерно у нас уже должно получаться. Сейчас мы с вами провяжем несколько рядов просто столбиком с одним накидом. Сделала в конце соединительный столбик. Теперь набираем 3 воздушные петли, так как у нас здесь уже не узор, а просто будем вязать столбиком с одним накидом, поэтому набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая и третья. Теперь делаем накид и заводим крючок вот сюда, в это отверстие. Провязываем столбик с одним накидом. Далее делаем накид и провязываем столбик над столбиком предыдущего ряда. Теперь накид, провязываем вот сюда, в это отверстие столбик. То есть мы сейчас уже не набираем воздушные петли по узору, а просто вяжем все столбики с одним накидом. Накид, провязываем столбик над столбиком предыдущего ряда. И так продолжаем до конца. Завершили ряд и сейчас делаем опять соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю. Далее набираем 3 воздушные петли подъема, первая, вторая, третья, и теперь вяжем еще один ряд из столбиков с одним накидом. Делаем накид, вот у нас первый наш столбик. Заводим крючок за обе стенки петли и провязываем столбик с одним накидом. Далее опять накид, вот у нас второй столбик. Заводим крючок за обе стенки и провязываем столбик с одним накидом. Накид, далее следующий столбик. Заводим крючок и провязываем. Вяжем так до конца ряда. Провязала 4 ряда столбиками с одним накидом. Теперь делим вязание, так как сейчас мы уже будем вязать чашки по отдельности. И распределила столбики следующим образом. Отступила от начала 28 столбиков. 3 воздушные петли подъема считаем за столбик, поэтому их в расчет тоже взяла. Отступила 28. Вот здесь посередине отметила 2 столбика, это для выреза. Далее отступила опять 28 столбиков для второй чашки, это у нас будет спинка. Далее вот здесь поставила маркеры, это 4 столбика на подрез, то есть где у нас подмышка. Здесь чашка не сразу будет идти, а будет вот такой отступ, чтобы удобно было носить.
То есть отступила 4 столбика. Далее опять 28 столбиков на чашку. Опять 2 петли на вырез, 28 столбиков на чашку и в конце 4 столбика также на подрез уже с другой стороны. И приступаем к вязанию первой чашки. Здесь в самом начале набираем не 3, а 2 воздушные петли подъема, чтобы у нас не было никаких дырочек. Первая, вторая. Теперь нам нужно будет каждый раз в начале и в конце ряда делать убавки. Убавки провязываются вот таким образом. Делаем накид, заводим крючок за первый столбик. Вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка. Далее делаем накид, заводим крючок во второй столбик, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка. У нас осталось 3 петли, из них это 2 недовязанных столбика и 1 петля воздушная. Далее провязываем все 3 петли с крючка. Таким образом мы с вами сделали убавку. И теперь вяжем практически до конца, отступая от маркера 2 петли, то есть 2 столбика. Их не провязываем, здесь в конце также будем делать убавку. То есть сейчас пока вяжем без изменений. Вот у нас осталось 2 столбика. Делаем накид, заводим крючок за столбик, провязываем 2 петли. Опять накид, заводим крючок в следующий столбик, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка, остается 3 и провязываем их все вместе. Таким образом, первый ряд мы с вами завершили. Набираем 2 воздушные петли подъема и вязание разворачиваем. Здесь мы уже будем вязать поворотными рядами. Теперь в начале второго ряда нам также нужно провязать убавку. Делаем накид, заводим крючок вот сюда, в первую петлю, вытягиваем нить, провязываем 2 петли с крючка. Накид, заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка, далее все 3. И теперь опять вяжем, оставляя 2 последних столбика не провязанными. Там будем делать убавку. Дошли практически до конца. Вот так у нас выглядят петли. 2 последние петли. Делаем накид, заводим крючок в ближайший столбик, провязываем 2 петли, накид за следующий столбик, вытягиваем, провязываем 2 и далее провязываем все 3 петли с крючка. Набираем 2 воздушные петли подъема, вязание разворачиваем и начинаем все то же самое. Делаем накид, провязываем убавку, далее вяжем, оставляя 2 последние петли, там провязываем убавку. И все вяжем таким образом, пока у нас не останется 6 столбиков. 2 воздушные петли подъема считаются за столбик, поэтому их тоже учитываем. Всего у нас должно получиться 11 рядов. Все, вот так у нас должно получиться. В конце обрезаем нить и вытягиваем ее. Теперь переходим к вязанию второй чашки по спинке. Для этого берем ниточку. Вот здесь у нас отмечены петли выреза, их мы не трогаем. И начинаем вот с этой петли. Набираем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. Теперь нить
от начала вязания нам нужно прятать внутри. Делаем накид, далее нам нужно провязать убавку. Вытягиваем нить, провязываем 2, накид, делаем, заводим крючок за следующий столбик, провязываем 2 петли и теперь все 3. И здесь все то же самое, то есть вяжется аналогично предыдущей чашке. Здесь у меня в конце также стоит маркер, где у нас, то есть где отмечены 28 столбиков. Здесь также в конце делаем убавку, далее разворачиваем вязание, набираем 2 воздушные петли подъема, делаем убавку и в конце ряда также делаем убавку. Всего опять должно получиться 11 рядов. И в конце нить также обрезаем. После того, как эта чашка будет завершена, нужно будет провязать еще 2 спереди. Не забываем, что у нас здесь отмечены еще подрезы. Это 4 петли, 4 столбика точнее. То есть вот у нас здесь уже отмечено 4 столбика. И вот здесь будет чашка с лицевой стороны, то есть спереди. Далее 2 петли выреза и чашка. То есть в конце у нас также здесь оставляем 4 столбика на подрез. И вот так уже получается. Я обработала вот эту сторону, то есть завершила вязание чашки с лицевой стороны, то есть спереди. Далее провязала бретель, соединила ее со спинкой и обработала пройму столбиками без накида. Сейчас то же самое будем делать с левой стороной, то есть на чашках с лицевой стороны спереди мы нить не обрезаем, а продолжаем вязать. Здесь у нас бретели находятся, поэтому продолжаем вязать бретель. После этого обрабатываем этой же нитью пройму, для того, чтобы у нас меньше оставалось разных кончиков нитей. И вот у меня осталось 6 петель. Далее для бретели я провязываю 14 рядов. Здесь можно примерить, посмотреть, какая длина бретели вам подходит. Я примеряла и остановилась на 14 рядах. То есть здесь мы сейчас ничего не меняем, просто вяжем по 6 столбиков в каждом ряду. Провязали бретель, и теперь вот здесь в конце набираем 1 воздушную петлю подъема. Далее будем вязать крючком номер 3. Теперь нам нужно соединить бретель с задней частью. И у нас нить после соединения выйдет вот здесь на вырезе, поэтому мы сначала будем обрабатывать вырез. Если у вас нить будет с другой стороны, то обрабатывайте сначала пройму. Теперь соединяем бретель и чашку со стороны спинки соединяем лицом к лицу. То есть вот у нас изнаночная сторона, и я вот так подворачиваю бретель. После того, как мы соединим, у нас вот так выпрямится и ничего нигде не перекрутится. То есть мы соединяем бретели на изнаночной стороне. Берем крючок номер 3. Далее заводим крючок за стенку петли заднюю. А на противоположной стороне, наоборот, заводим крючок за переднюю стенку петли. Далее берем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. То есть подхватываем нить и проводим через все 3 петли на крючке. Далее опять заводим крючок за заднюю стенку петли, на противоположной стороне за переднюю стенку. И провязываем соединительный столбик. Так проделываем со всеми столбиками
вытягиваю и переворачиваю уже на лицевую сторону. Далее будем обрабатывать вырез. Теперь набираем одну воздушную петлю подъема. И для того, чтобы обработать вырез, мы будем провязывать столбики без накида. Заводим крючок вот сюда. При этом мы будем прятать вот эту нить от чашки со стороны спинки. Далее вяжем по следующей схеме. Сначала заводим крючок вот сюда, где у нас столбик. То есть вот у нас ряд и столбик в конце. Провязываем столбик без накида. Далее провязываем столбик между двух рядов. То есть вот первый ряд, вот второй мы провязываем посередине. Далее провязываем столбик вот сюда, где у нас второй ряд. Сильно не затягиваем. Далее вот здесь посередине двух рядов, то есть вот у нас первый ряд, второй ряд, мы провязываем вот здесь посередине. Теперь провязываем вот здесь, где у нас следующий ряд. Заводим крючок за столбик, провязываем. Далее посередине между двух рядов. Вот здесь, где у нас петли выреза, здесь просто над каждым столбиком провязываем по столбику без накида. Тоже сильно здесь не затягиваем. И далее нужно будет вот таким образом все обработать. После чего необходимо будет перейти к обработке проймы. Здесь нужно будет взять новую нить. И вот здесь, где у нас 4 петли для подреза, отсюда начинать вязать и обработать просто проймы по кругу. И вот так выглядит уже готовый вариант после ВТО. Если ролик вам понравился, то не забывайте его поддерживать лайком и комментарием. Ну а на этом сегодня все. Скоро еще много интересного. Всем пока!